Печень – самый крупный орган в организме, выполняющий ключевые метаболические процессы. Его здоровье существенно влияет на эффективность пищеварения, а также на правильное усвоение витаминов и минералов. Она также играет роль фильтрации крови, выводя из нее вредные вещества, аллергены и токсины. Существует более 100 различных заболеваний печени разной природы и степени тяжести. Многие из них могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, поэтому важно уметь распознавать даже слабые сигналы проблемы. В этом видео мы расскажем о том, как уловить предупреждающие сигналы, которые может отправлять печень. Необходимо досмотреть видео до конца, так как некоторые симптомы могут оказаться неожиданными для вас. Для понимания механизма возникновения заболевания печени важно знать, как она функционирует и какие задачи выполняет. Печень выполняет более 500 различных функций, включая синтез и регуляцию гормонов, преобразование избыточной глюкозы в гликоген, производство белков, включая альбумин, который поддерживает давление в крови, регуляция уровня холестерина, включая обработку вредного и создание полезного холестерина, детоксикация организма, включая обработку ядов и лекарств, синтез желчи, необходимый для переваривания жиров. Одним из основных заболеваний печени является жировая болезнь. Когда в организм поступает слишком много жиров и углеводов, все они скапливаются в печени, как в хранилище. Жир замещает здоровые клетки печени и начинает как губка впитывать токсины и яды. Потом болезнь усиливается, начинается рубцевание, цирроз, а дальше почечная недостаточность или рак. Важно замечать первые признаки того, что печень испытывает нагрузку от токсинов и других вредных веществ. Чем быстрее вы обнаружите эти сигналы, тем больше шансов предотвратить серьезные нарушения функции органа. Необходимо помнить, что более 90 наших зрителей смотрят видео без подписки. Мы очень ценим вашу поддержку и призываем вас подписаться на наш канал. Благодарим всех, кто уже подписался, ваша поддержка важна для нас. Как понять, что в работе печени есть сбои? Боль и тяжесть в области правого подреберья. Печень окружена оболочкой так называемой капсулы, которая чутко реагирует на изменения размеров органа. Воспаление, вызванное алкоголем или избыточным поступлением жиров, приводит к увеличению железы. В ответ капсула печени растягивается, что вызывает боль, тяжесть и дискомфорт. Повышение веса. Печень участвует в обмене жиров и углеводов. Недостаточная физическая активность и слишком калорийная пища приводит к тому, что печень не успевает перерабатывать жиры и углеводы. Избыток откладывается в виде жира в печени и в подкожной жировой клетчатке, особенно в областях живота и бедер. И то, и другое находит свое отражение в лишних килограммах на весах. Тошнота или рвота. Когда печень не может справиться с токсинами, их количество в крови повышается. Избыточное количество эндогенных и экзогенных токсинов приводит к развитию таких неприятных симптомов, как тошнота и рвота. Повышенная утомляемость. Повышенная утомляемость, сопровождающаяся низкой работоспособностью, тесно связана с заболеванием печени и является наиболее частым и ранним симптомом печеночной патологии. Воспалительные вещества, образующиеся в гепатоцитах, способны воздействовать на передачу нервных сигналов в головном мозге. Это приводит к развитию повышенной утомляемости и снижению настроения. Неприятный запах изо рта. Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о нарушении работы пищеварительной системы. Сладковатый мышиный аромат может появляться, когда клетки печени не справляются с переработкой токсичных веществ. Желтушность кожи и глаз. Изменение нормального цвета глаз кожи и слизистых оболочек на желтый цвет называется желтухой. Это состояние объясняется попаданием в кровь избытка билирубина, желтого пигмента, который образуется в результате разрушения гемоглобина. Например, гемоглобин может высвобождаться при гибели краснокровяных телец. Желтуха может указывать на нарушение работы гепатоцитов и быть симптомом патологии, вызванной алкоголем. Помимо этого, желтуха может встречаться при вирусных гепатитах и лекарственных поражениях печени. Изменение цвета мочи и кала. Билирубин, желтый пигмент и один из главных компонентов желчи, присутствует не только в крови, но и в моче и кале. Билирубин выделяется желчью в 12-перстную кишку и под воздействием кишечных бактерий меняет цвет на коричневый. Этот коричневый пигмент и придает калу характерную окраску. В моче же присутствует другой продукт обмена билирубина
придающий ей светло-желтый цвет. Некоторые печеночные патологии могут нарушать ее способность перерабатывать билирубин, из-за чего его значительное количество выводится через мочу, который вследствие этого становится темной. С другой стороны, недостаточное поступление желчи сопровождается обесцвечиванием кала. Отек ног. Подчас заболевания печени дают о себе знать только на последних стадиях, например, при циррозе, когда нормальная печеночная ткань замещается соединительной. Отеки ног возникают в результате повышения давления в сосудах железы и недостаточного образования белка альбумина. При дефиците альбумина жидкость не удерживается в кровеносном русле и заполняет ткани. Быстрое появление синяков. Важнейшей функцией органа является образование белков. В ответ на хроническое употребление алкоголя или вирусы печень перестает справляться со своей работой и начинает синтезировать меньше белков, регулирующих свертывание крови. В результате развивается геморрагический синдром. Его проявлением являются беспричинные синяки, кровоточивость десен и носовые кровотечения. Кожный зуд. Кожный зуд является симптомом аллергических заболеваний и проблем с печенью. Зуд возникает в ответ на раздражающие действия избыточного количества желчных кислот на кожу. Нередко кожный зуд и желтуха идут рука об руку, и зуд предшествует желтухе. Каждый из этих признаков требует скорейшего обращения к врачу-терапевту, который назначит необходимые виды исследований. В дальнейшем лечение проходит под наблюдением врача, гастроэнтеролога или гепатолога. Печень обладает уникальной способностью в регенерации. При своевременном начатом лечении ее клетки могут полностью восстановиться. Профилактика заболеваний печени. Профилактика заболеваний печени играет ключевую роль в поддержании ее здоровья и правильной работы. Вот некоторые рекомендации по профилактике. Здоровое питание. Умеренное и сбалансированное питание помогает управлять весом и предотвращает накопление избыточного жира в печени. Увеличьте потребление фруктов, овощей, полнозерновых продуктов, белка, низкого содержания жира и ограничьте потребление насыщенных жиров, сахара и соли. Умеренное употребление алкоголя. Алкоголь негативно влияет на печень и может вызвать различные заболевания печени, включая цирроз. Если употребление алкоголя невозможно полностью исключить, следует соблюдать умеренность. Физическая активность. Регулярная физическая активность помогает контролировать вес, поддерживает обмен веществ и способствует общему здоровью. Профилактика инфекций. Правильная гигиеническая практика, избегание контакта с заразными веществами помогают предотвратить инфекции, которые могут повредить печень. Вакцинация. Вакцины против гепатитов А и Б могут предотвратить развитие гепатитов, которые могут нанести вред печени. Избегание самолечения. Неправильное использование лекарств или самолечение могут негативно повлиять на печень. Важно принимать лекарства только по назначению врача и следовать указаниям на упаковке. Защита от токсинов. Избегайте контакта с ядовитыми веществами, используйте защитное оборудование при работе с химическими веществами. Соблюдение гигиенических норм. Мытье рук перед едой и после посещения туалета помогает предотвратить передачу инфекций и защищать печень. Правильное управление весом. Избегайте резких скачков веса, так как это может негативно повлиять на функции печени. Регулярные медицинские осмотры. Регулярно проверяйте свое здоровье у врача. Раннее выявление проблем может помочь предотвратить развитие серьезных заболеваний. Помните, что консультация с врачом – важный шаг в поддержании здоровья печени. Врач может предоставить индивидуальные рекомендации и решения, учитывая ваши способности и состояние здоровья.